Так, записываю видео, тоже сделала такой большой расклад на здесь мы затронули все сферы на год от семейных, да, до тех, которые волнуют сейчас, то, что происходит сейчас в семье, будущего, карьерное и основная судьба. Но вообще надо сказать, что у человека судьба очень счастливая, уникальная, у него есть всегда рядом очень сильный покровитель, который поможет ему. Также присутствует любовь всей его жизни, он делает дела, которые ему нравятся, то есть все, что нравится, и окутан он женской заботой, это может быть как забота мамы, так и забота его девушек, жены его. Вообще человек очень светлый, открытый, яркий, и судьба у него, в принципе, такая достаточно яркая, счастливый человек, вот так. Я не могу сказать, что это значит, что человек сам по себе по жизни счастлив, он живет так, как ему нравится, все его любят, и он благодаря этому тоже счастлив и может добиться очень ярких успехов, то есть быть как солнце. Но солнце это немножко тоже эгоистичная такая карта, то есть я такой, я яркий весь, как, ну, не знаю, как попугай какаду, да, который хочет быть в центре внимания, а все остальное не важно. То есть, но его таким принимают, любят, вот как бы очень больших карьерных успехов может в жизни добиться, внимания, занимается тем, что любит, имеет сильных покровителей, но я думаю, что здесь, скорее всего, о родительском, да, каком-то покровительстве говорит. Ну и женская забота здесь, и мужская. Вот. В том числе здесь высокая должность имеется в виду. Вот как-то так. Это основная линия судьбы. Давайте разбираться, что сейчас происходит в жизни. Вообще человек очень переживает, очень нервничает, очень суетится. Все вот какие-то происходят ссоры, скандалы, непонятные вещи. Я думаю, что здесь вот как раз представлена у нас женщина, умная, интеллигентная. Я думаю, что это речь о маме. И как раз вот с ней какие-то мутные ситуации, и это очень сейчас волнует нашего молодого человека. Переживает, не находит себе места, хочет решить эту проблему, но как ребеночек себя ведет, как ребеночек, не знает, как это, не умеет. Он же солнышко, он привык быть ярким, а здесь надо проявлять какую-то инициативу, да, там, взять на себя какую-то вину, ну вот и здесь рядом дом показывает, что домашние какие-то хлопоты, дела. Вот. Но что могу сказать по этой ситуации, хоть мы и воздействовали и помогали, как-то, может быть, мы стабилизировали что-то, может, не будет больше других каких-то конфликтов, там он не будет себя так вести, но как-то вот он не позволяет этой ситуации попросить прощения, то есть кишка танкая, вот так скажем. Дальше, давайте, сейчас, иногда я здесь долго смотрела, не могла понять, кто здесь кто, очень много женщин. Значит, в его судьбе присутствуют две женщины, как мы видим, вот здесь одна и вот здесь одна, и вот здесь. Ну, это, я думаю, что здесь светловолосая блондинка, это, наверное, речь про скорее всего, а это больше вот змея темноволосая, сексуальная, красивая, яркая, пленящая, это, наверное, речь про скорее всего. И здесь мы видим, у нас идет гроб и якорь. То есть эти две женщины, они всегда будут в его жизни, по крайней мере, она точно в ближайшее время будет в его жизни и дальше, скорее всего, останется. Вот сейчас мы будем отдельно разбираться. Значит, о чем речь? Ну, здесь говорится о разрыве, то, что они, видимо, не встречаются. Тем не менее, вот со своей девушкой у них тоже подорвутся отношения, потому что дальше они развития не имеют. Так, здесь то, что гроб, это, возможно, вот еще и змея, это говорит там бабушка, вот это вот какие-то проблемы с костями. Опять кости, какие-то проблемы с костями, и непонятно, идет это от информации или имеет к нему тоже какое-то отношение. Ну, в общем, вообще у них как-то вот такой есть, да, блок разрыв, но вот такое ощущение, что они вот вместе будут все равно вот как-то вот решать все эти проблемы и купаться в них. Хотя тут любви уже никакой нет, но то есть вот здесь якорь еще, и как бы якорь, он не позволит
разорвать. То есть это не любовные, да, какие-то отношения, а скорее всего, даже по-дружески они могут общаться, будут общаться они, не переставая, будет он нужен помогать. Считает он, в принципе, ее своим другом, да, то есть у них был какой-то свой мир такой, вот, свои какие-то мечты, и тоже солнце тут заканчивалось, если вот так смотреть, и все это прекрасно, это забыть нельзя, да, то, что у них существовало, и оно как бы имеет под собой почву. Вот. Вот если мы будем смотреть именно конкретно на Олю, вообще я вижу в ближайшее время куда-то они поедут. Здесь, скорее всего, на машине куда-то они могут поехать, будут пытаться что-то развивать, что-то строить. Но как бы здесь тоже дерево. Дерево, о чем это говорит, что за деревом надо ухаживать, да, то есть все от них зависит, как будут развиваться их отношения, но вот если мы смотрим вот именно конкретно на девушку, то вот какая-то сухость, вялость, вот эта девочка, она вот что-то вынюхивает, какая-то у нее выгода своя есть, какой-то свой интерес, что-то она высматривает, выспрашивает, то есть она сама так не торопится, но зацепиться хочет, то есть зацепиться, стать любовью хочет, но такое впечатление, что вот здесь вот всякие блоки, такое ощущение, что, может быть, даже вот как-то они договорятся до чего-то, но прям что это куда-то далеко уйдет. Мы сейчас разложим на отношения отдельно, чем это закончится, потому что пока я вижу какие-то вот препятствия. Здесь вот ребенок показывает, что у него дети есть, то есть какие-то препятствия, какой-то разрыв, скорее всего, и какие-то блоки. То есть прям то, что это все свадьбы закончится, однозначно нет. В этом году точно нет. Вот. Ну, вообще, я говорю, здесь, если смотреть личную жизнь, здесь без бутылки не разобраться. То есть я даже больше скажу, что у нее каких-то больше интересов, не знаю, прошлых интересов, то есть он ее там нет такой какой-то ненависти, да, вот какие-то мечты у них там не сбывшиеся, еще что-то, какие-то планы. Интересно, да. Вот. Но сам он по себе, ну, тоже вот он блокирует всю эту ситуацию, он не собирается делать каких-то шагов, он тоже в позиции ожидания. То есть он не собирается. Дружить, да, дружить отлично, дружить будем, замечательно. Вот. Пока не собирается он ничего такого делать. Вот, может быть, они куда-то поедут, не знаю, в отпуск, но это здесь больше машина показывается, то есть за город, может быть, куда-то съездит или еще куда-то намылится. Но аист, ну, аист это может быть еще и самолет, ну, куда-то очень недалеко. Возможно, будет какая-то поездка, но как-то так. Ладно, с личной жизнью мы сейчас еще отдельно посмотрим. В общем, неразбериха. Давайте посмотрим с работой. С работой сейчас все не очень хорошо, денег нет, какие-то дыры, страхи, непонятные, мелкие какие-то подработки, небольшие, может быть, какие-то возможности. Не надо быть очень аккуратным, потому что кто-то может воспользоваться либо наивностью, либо как-то вот пообещать денег, да, и не заплатить. Поосторожнее быть с заказами и работать с теми, с кем работал. Но, в принципе, здесь гроб говорит о том, что обмануть не удастся. То есть, да, будут высматривать, выспрашивать. То есть, вот здесь идут вот какие-то вот проблемы, вот эти мелкие деньги, да, денежные какие-то. Вроде все отлично, мечты там забываются, да, у человека, но именно в денежной сфере здесь как-то так не очень. Вот, как вот собака вот стоит и ждет, что будет. Но вот все это закончится, этот период, и потихоньку начнет все расти, процветать, и, может быть, друзья какие-то предложат деньги, может быть, какой-то старый темноволосый знакомый. Ну, в общем, все нормально здесь наладится в ближайшее время, к концу года. К концу года это мы имеем в виду с августа по следующий август, то есть где-то, может быть, вот до осени будут вот эти проблемы длиться, а вот с зимы и весной вот как-то пойдет на ура. Дальше будет какой-то выбор. Во-первых, он не знает, что делать со своими женщинами. Может быть, появится еще какая-то мадам.
Да, но я бы здесь сказала, здесь больше не мадам появится, а какое-то предложение поработать еще в государственном месте. Может быть, поликлиника, может быть, какое-то условие. Причем начальник там будет такой, может быть, хамоватый, немножко строгий. Вот. И вот он предложит вот какую-то возможность, но неизвестно, будет ли согласен на эти условия, но в принципе как бы деньги будут неплохие, единственное, что может быть ему не очень будет это нравиться, то есть какой-то договор они заключат, может быть вот какое-то государственное учреждение, поликлиника, прям то, что с медициной связано или нет, не могу сказать, могу сказать, что вот это все-таки вот башни это какие-то вот государственные, правоохранительные. Да я не знаю, он же заказы, может, берет как-то, вот, может, какой-то заказ ему дадут, может, по страховке какой-то работать. Вот. Вот, и как-то удастся там зацепиться, но до конца все не скажут, придется много учиться, придется проявлять себя, работать ручками, работать, и, ну, не очень приятно они, скорее всего, это будет работа, но вот какой-то будет такой еще вариант. Вот. Так, это по карьерной. Ну, а ближайшие, вот, если опять мы смотрим личной жизни, то какие-то вот друзья, все отлично, с деньгами все великолепно, вот какой-то договор, который не принесет никому радости, это мы уже про личную жизнь говорим, но кольцо и крест, оно не скажет о свадьбе, вот, как-то так, о свадьбе не скажет. Сейчас я вот сделала остановку, и мы отдельно рассмотрим еще дополнительно вопросы, которые задавали. Да, я еще здесь вот вначале смотрю, здесь развилка, то есть не знает он, как себя вести, да, с мамой, все это ему грызет и мечется туда, ему сюда пойти. Так, интересно показывает. Так, значит, что будет с работой? Ну, опять вот здесь вот какое-то блуждание во тьме. Блуждание во тьме, непонятки, заблудился человек, не видит дороги. Дальше Иерофант говорит о каких-то опять, как мы здесь и говорили, каких-то предложений, может быть, это будет обучение, может, какие-то курсы вести, то есть какие-то, вот именно с работой, то ли ему придется подучиться, вот, то ли он найдет себя в этой сфере, может быть, в каком-то образовательном учреждении. То есть здесь речь о том, что вот какой-то вот такой государственное, традиционный вот такой, как это сказать, ну, я не знаю, поликлиника, вот или курсы, но это будет вот не в удовольствие как-то вот эта работа, вот он подумает, что это хрень какая-то, и вообще это не нравится, будет не нравиться, ну, собственно, вот как и здесь мы видели, что ерунда какая-то. Ну вот, это будет вот ближайший год с работы, то же самое уточнилось, что будет по финансам. Ну, по финансам здесь человек вот как-то он что-то сидит в своих мечтах, вот ковыряется с какой-то рыбкой, не смотрит по сторонам, какой-то вот он такой наивный, как девочка маленькая. То есть что-то он ждет, пока на него обрушится. И вот ему говорят, вот, иди давай, работай, или надо делать то, вот кто-то ему там говорит. А он сидит и не хочет это ничего слушать, потому что он все знает, он умный. И вот даже у него есть вот за спиной какие-то возможности, да, условно я так назову, то есть есть какие-то варианты, как-то заработать, как-то выкрутиться, придумать какую-то вот, я не знаю, авантюру, там, может быть, сдавать в аренду мотоцикл, ну вот квадроцикл, еще что-то, то есть какие-то другие альтернативные варианты именно заработка. Но человек ничего не хочет слушать, он думает, вот, все плохо, все упало, все так оно есть, я сижу в своих мечтах, но рано или поздно все равно он возьмет себя в руки и пойдет работать, но вот именно то, что будут как-то огромные какие-то деньги, я не скажу, но тем не менее человек за голову возьмется, работать будет, как-то все-таки до него достучаться, видимо, удастся. Так, это все, что касается вот именно работы денег. Давайте посмотрим на личную жизнь. И что-то еще, да, я не помню, что еще мы должны посмотреть.